Меня зовут Петр Лисавкин, и вот уже 7 лет я руковожу созданной мной кондитерской «Два зайца». А начинал, как и все, выпекая торты на заказ дома. Сегодня будем говорить о автоматизации расчетов. На протяжении многих лет я веду все расчеты в электронных таблицах. Начнем с минусов. Необходимо иметь электронное устройство. Планшет, компьютер или телефон. Но если вы смотрите это видео, то этот минус к вам не относится. Теперь о плюсах. Скорость расчетов, точность, доступность в любой момент, возможность работы разных людей в разных местах с одним документом, быстрое внесение изменений один раз для всех. Плюсов еще много. Давайте переходить к сути. Для работы я использую самые обычные Google таблицы. Они доступны как с компьютера, так и с мобильных устройств. Есть приложения для Android, есть для iOS. Скачиваем и приступаем. Не бойтесь, сверхсложного ничего не будет. Нужно запомнить всего несколько действий. Итак, есть таблица, строки обозначены цифрами, а столбцы буквами. Каждая ячейка маркируется как в морском бое. А3 или D5. Важно, что впереди идут буквы и что эти буквы английского алфавита. Теперь давайте в первый столбец запишем название ингредиентов нашего рецепта. Выбираем ячейку и пишем в ней мука, масло, сахар, яйца, разрыхлитель. В столбец Б записываем, сколько нужно продуктов. 250 грамм, 250 грамм, 200 грамм. Яйца я также перевожу в граммы. Столбцы С и Д я пока пропущу. А в столбцах Е и Ф напишем закупочную цену и объем продуктов. Единицы измерения должны совпадать. К примеру, я покупаю 2 килограмма муки, записываю 2000 грамм. И цена именно за 2 килограмма 41 гривна. Масло в пачках 200 грамм и цена пачки 59 гривен. И так далее. Теперь мы научимся записывать формулы. Это элементарно, один раз запомнили и наслаждаемся. В столбце Ж я хочу узнать цену за 1 грамм продукта. Мне нужно цену за пачку разделить на количество в этой пачке. Делаем следующие действия. В той ячейке, где мы хотим получить результат, у нас это Ж2, ставим знак равно. Это будет означать формулу. А теперь указываем, с какими ячейками мы хотим произвести действие. Ячейка F2, знак деления, ячейка E2. Нажимаем на галочку в мобильной версии или на Enter на компьютере. Готово. Результат вычисления записан. Теперь так нужно сделать с каждой строкой. Но можно ускорить и это. В компьютерной версии выделяем ячейку с формулой, тянем ее вниз за маленький квадратик в правом нижнем углу на нужное количество ячеек. Формулы заполнились автоматически. В мобильной версии примерно так же. Выделяем ячейку с формулой, тянем уголок до нужной строки, нажимаем, дальше 3 точки и выбираем «Заполнить автоматически». Готово. Теперь применяем полученные знания еще раз. В столбце С нужно узнать, сколько будет стоить конкретный продукт в нашем рецепте. Нам нужно количество по рецепту умножить на стоимость грамма. То есть перемножить столбцы Б и Ж. Устанавливаем курсор в ячейку С2, нажимаем равно, выбираем B2, далее умножить и G2. Галочка или Enter. Снова растягиваем формулу на нужное количество строк. Теперь узнаем, сколько стоят все продукты в нашем рецепте. В ячейку C1 напишем формулу, которая сложит все наши цены. Можно, конечно, написать каждую ячейку через плюс, как на калькуляторе, но есть способ быстрее. Ставим курсор в C1, нажимаем Fx и ищем функцию сумм. Это сложение. Теперь указываем диапазон, то есть первую и последнюю ячейку, между которыми нужно все сложить. У нас это C2 и C6.
Ставим курсор в первую, протягиваем до последней, Enter или галочка. Все, сумма записалась в C1. Цена нашего рецепта получилась 100 гривен 77 копеек или примерно 266 рублей. Запомним это значение. Как видите, все не так уж и сложно. А вот теперь самое интересное. Допустим, я договорился с поставщиком масла, и мне его привозят по 10 килограмм по очень выгодной цене. 1800 гривен за пачку. И муку я купил мешком 25 килограмм по цене 387 гривен. Я внесу изменения всего в 4 ячейки. Закупка муки и масла. Теперь это 25 тысяч грамм для муки и 10 тысяч грамм для масла. Меняю закупочные цены на 1800 для масла и 387 для муки. Все. Мой рецепт уже пересчитан. Теперь тот же самый бисквит стоит 70 гривен 77 копеек или 187 рублей. Переоценить удобство такого метода невозможно. Плюс ко всему это доступно у меня в телефоне прямо в момент закупки. Я всегда вижу цены, по которым я закупал продукты и могу определить, что подорожало. Я показал самые простые формулы. Конечно, мой личный документ выглядит в разы сложнее. Есть отдельный лист, где собраны все продукты с ценами, а рецепты считаются на других листах, ссылаясь на актуальные цены. Это позволяет менять цену продукта только один раз, и она применяется во всех рецептах. Но это уже сложные формулы, и за 5 минут не расскажешь. Возможно, это тема отдельного курса. Обязательно автоматизируйте свои расчеты. Не пожалеете. Один раз разобравшись, вы будете экономить часы рабочего времени на пересчетах рецептов. Получив эти знания, пересмотрите ролик про избавление от остатков в рецептах. Я думаю, теперь он будет более понятным.